Веришь в свою удачу? Тогда заходи на PUBG.com. Это самый первый сайт по открытию кейсов PUBG, который уже доказал свою честность. Если ты еще не зарегистрирован, заходи и получи халявные 10 рублей, а при пополнении баланса на сумму больше 1000 ты получишь 70% бонуса. Да еще и за каждого реферала по 25 дают. Ссылочка на PUBG.com в описании, да, и там скидки сейчас на открытие. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня я хочу рассказать вам про одно очень занимательное интервью с профессиональным игроком в PUBG Александру Сотига с ником Solid FPS, играющим за команду Cloud9 на последнем турнире Star Series I-League в Киеве. Но для начала пару слов про обновление, которое вышло сегодня на тестовом сервере и весит всего лишь 34 мегабайта. Как говорят разработчики, это предварительное, так сказать, полировочное обновление, которое улучшит систему безопасности и уменьшит уязвимость игры от читеров. В течение нескольких дней нам дадут полный патчноут, в котором по предварительным данным будет новый voice-чат, работающий в главном меню игры и в транспортных средствах. Как только об этом расскажут, я сразу же выпущу для вас видео, поэтому если вдруг вы не подписаны, обязательно исправьте ситуацию, чтобы не пропустить ничего нового. А теперь вернемся к топ-игроку. Раньше он играл в H1Z1 и стримил на Твиче, так что опыт игры в Battle Royale у него появился раньше, чем вышел PUBG. И я думаю, к его публичному интервью все же могут прислушаться разработчики. Теперь о том, чего же, по его мнению, не хватает Battleground. Во-первых, это разделение режимов обычного паблика и рейтинговой игры. В обычном паблике люди будут просто веселиться, творить всякую ерунду, в общем делать все, что захотят. А вот в соревновательном режиме игрок хочет видеть настройки сервера как на турнирах и матчмейкинг строго по рейтингу. Этот режим, по его мнению, будет пользоваться большим спросом, и игры на нем будут интереснее и качественнее. По поводу проблемы с читерами, киберспортсмен предложил довольно неплохое решение – сделать отдельный клиент наподобие ESEA, который используется в CS. Кто не знает, это отдельный клиент для CS, известный наличием в себе одной из самых лучших в мире античит-систем. Его в основном использовали для проведения соревнований, а в PUBG можно было бы использовать что-то похожее для соревновательного режима. Помимо этого, игрок очень ждет новых карт, так как это всегда очень интересно, и тут я с ним полностью согласен. Новые карты в PUBG будут очень кстати и придадут игре приятное разнообразие. Следующий вопрос, пожалуй, был ключевым, и я чувствую, как он у многих из вас вызовет резонанс. Не сдерживайтесь и обязательно пишите в комментариях свое мнение на этот счет. Эрангель или Мирамар? По словам Александру, карта Эрангель уже изжила себя и нуждается в доработке. Она не так хороша, как Мирамар. По его мнению, на пустыне гораздо больше укрытий и транспорта, что добавляет в геймплей равномерного баланса, и командные сражения в целом получаются зрелищнее. Он даже сказал, что если бы рельеф Эрангеля был такой же, как на Мирамаре, то стратегия игры на ней стала бы интересней. Ну, я знаю, что вы, наверное, хотите услышать мое мнение на этот счет. Я явно не согласен, что Эрангелю нужен рельеф пустыни. Мне нравятся обе карты, причем именно из-за того, что они разные. Я не претендую на звание про игрока, да и просто до хорошего игрока мне далеко, но разнообразие в игре, чтобы она была по-разному динамичной и не превращалась в заучивание стандартных тактик, мне очень нравится. Поэтому я очень хочу добавления еще новых карт, мне кажется, так PUBG будет интереснее. Ну, о том, что все профи играют в ФПП, как разделяются обязанности в команде у профессионалов, я думаю, вы и так примерно знаете, рассказывать об этом я не буду. Кстати, еще один интересный момент, у Solid FPS в PUBG наиграно всего 1000 часов, поэтому я всегда говорил и буду говорить, что по этому показателю нельзя оценивать умение играть, хотя почему-то многие из вас так часто хвастаются именно этим показателем. Хотя ради интереса давайте все напишем в комментариях, у кого сколько часов наиграно в PUBG. Я тоже напишу, сейчас говорить не буду. Спустишься немного вниз, поставишь лайк и посмотришь, когда будешь писать свой комментарий. Спасибо большое за просмотр, за то, что нажал лайк и за то, что подписан на мой канал. Желаю каждому своему зрителю большой удачи и твердого FPS. Пока-пока.